Всем привет, это канал Не Местные, это Дмитрий, это Константин. Аделина пока в отъезде, ее не будет в этом выпуске, но мы вам расскажем про самые интересные места и заведения Батуми. Это будет самый большой, наверное, обзор фестивальной еды в Батуми. 19 ресторанов и кафе предлагают свои авторские сеты на выбор либо завтрак, либо ужин, и каждый сет стоит 25 лари. Расскажем вам и покажем, какие блюда предлагают. Сразу говорим, это будет очень интересно, еды будет очень много, поэтому берите что-нибудь вкусненькое и начинаем. Кстати, кто узнал, что это за инсталляция такая сзади меня, напишите в комментариях. Я думаю, кто живет в Батуми, тот знает. Перед тем, как начать просмотр, поставьте, пожалуйста, лайк. Только так мы понимаем, интересен вам такой формат или нет. А мы с вами около первого заведения в этом фестивале. Да, вот такое вот кафе Отхи. Ни разу здесь не были. Вот так выглядит вход. Давайте посмотрим, что внутри. Сразу же видим, ага, фуд-фестиваль. Ой, вот же дверь. Точно. Зал на первом этаже. И второй этаж я тоже вижу. А здесь магазин. Магазин всяких сувениров. А в кафе вот столиков не так уж и много. Раз, два. Вот здесь третий столик. И второй этаж по такой крутой лестнице деревянной. Диванчик, столик. И еще один диван, столики. Очень красиво, наверное, вечером. Ну а мы разместились внизу. О, зеркало. Меню в этом заведении. Но нас больше интересует фестивальный сет. Здесь мы видим Дмитрия. Он уже сидит с морковным тортиком. И уже коктейли принесли, лимонад точнее, они входят в этот сет. А что еще будет, сейчас принесут, мы вам расскажем. А вот так выглядит наш сегодняшний завтрак. Ну, это скорее бранч, потому что уже время обеденное. Это омлет с овощами. Здесь лук, перец, помидор, зеленый салат, огурец. И плюс клубника с фирменной заправкой. Ну да, клубнику мы тоже видим. Выглядит супер аппетитно. Прям так необычное сочетание. А потом на десерт у нас морковный торт. Морковный торт, вот он. И здесь можно было на выбор взять либо кофе, либо лимонад. Мы взяли лимонад. Посмотрим, насколько это все классно, вкусно. Но уже выглядит, конечно, красиво. Супер. Дмитрий, мы видим, уже доедает. Как тебе? Вкусно. Вкусно? Аппетитно, да, и вкусно. То есть здесь зелень, фрукты, овощи. Ну, то есть все как надо. Белки. Да, белки, клетчатка здесь, углеводы тоже есть. Тебе не кажется, что это мало? Не знаю, еще не съел. Ну, наверное, смотря на человека, если человек много ест, то, наверное, все-таки это маловато будет до завтрака. Хотя, кому как. Вот Аделина, например, не съест даже все. Но, судя по тому, как быстро Дима уплетает, это все вкусно очень. Мы почти все съели. Давайте спросим у Дмитрия, понравилось ли ему. Мне понравилось. Тут вкусно. Омлет был хороший, фрукты, изюминка была. Это, конечно, ягоды, клубника, морковный пирог тоже вкусный с орехами. Ну и лимонад. Лимонад насыщенный такой. В целом понравилось, спасибо. Вот как тебе морковный тортик? Очень вкусный, рекомендую, с орешками. А мне кажется, вот с лимонадом, как будто бы с холодным, это не очень заходит. Лучше, наверное, с кофе, как думаешь? Ну, лимонад, да, то есть холодным не очень. И он заходит. кислый к тому же еще, ну то есть кисленький. Кислинка нормальная, то есть сладкая с кислинкой как раз дает эффект хороший. Вкусовые качества очень интересные. Мне показался этот завтрак легкий, но на то он и завтрак. Мы же в 4 часу сюда пришли, как будто бы на обед. Но Дима говорит, вполне себе... Ты же еще не съел пирог, это самое вкусное, самое насыщенное. Да, я еще не съел пирог, сейчас будем есть пирог. А вообще мне показалось, как будто бы это правильное питание. Именно вот такое вот, что, ну, вы сами видели, там зелень, овощи, клетчатка. А давайте спросим у владельца заведения. Это Вита, владелец заведения Отхи. Мы сегодня попробовали фестивальный сет, завтрак. Он показался мне такой легкий и как будто бы правильное питание. Скажите, у вас такое направление вашего кафе?
У нас кафе скорее больше такой семейной направленности. К нам часто приходят гости с детьми, и поэтому это такой завтрак для всех, скажем так, и для взрослых, и для детей. Он без каких-то супер ярких специй, то есть ничего отталкивающего в нем нету. Поэтому он хороший, сбалансированный, в нем есть овощи, кофе для тех, кто любит кофе, лимонад из свежевыжатого сока. То есть специально вы белки, жиры, углеводы не высчитываете? Нет, у нас все посчитано. По белкам, жирам, углеводам все. Класс. Отличный завтрак. Здорово, спасибо. Мы у вас впервые. Я думаю, что мы к вам еще придем, например, на ужин. На ужин, да, у нас стейк лосося конфи под соусом берблан грибным со шпинатом. То есть это тоже не супер плотный, но очень сбалансированный ужин. И к нему мы подаем бокальчик белого вина или домашнего лимонада. И в паре слов концепция вашего заведения. Концепция заведения — это место скорее для встречи с друзьями, чтобы поиграть в настольные игры, пообщаться, тепло провести время. То есть у нас была маленькая кофейня, и там все не помещались, и нам нужно было место побольше. И вот потом мы с друзьями открыли это место, и как раз уже здесь собираются все наши гости со своими друзьями, семьями, и здорово проводят время. Ну что, мы перекусили, Дима наелся, и я тоже. Класс, тортик вот такой морковный. Идем в следующее место. Ресторан называется Chef Point. Как раз стою сейчас на пороге этого ресторана. Красиво выглядит и снаружи, на входе, и внутри. Давайте посмотрим. Вот вывеска ресторана. Здесь на грузинском. Ну, такое прям классное заведение, я смотрю. Много столов, очень большое. Столики есть, это они сразу все засервированы. Вот, огромная территория просто. И вот уже Дима сидит, и все уже готово. Вот изначально, когда мы пришли, здесь все стояло. Ну, это по-грузински. Все, чтобы и тарелки, и вилки. Здесь еще есть второй этаж, насколько я понимаю. Мне сейчас покажут, что здесь еще есть. Живая музыка. Живая музыка здесь. Да, вы слышите, это живая музыка. Круто. О, здесь еще один зал есть. Вот это да. Очень светло, смотрите. Подсветка. Чем-то напоминает ресторан Тавадури. Не знаю чем, но напоминает. А сейчас мы спросим у Георгия, это сотрудник ресторана, вообще концепцию этого ресторана. Это ресторан Chef Point-ში, რომელიც მდებარეობს ჩემი მხარშეს 30 ნომერში. გვაქვს კუხნა არის ქართული ევროპული სამზარეულო. ძირითადი დატვირთვა მაისმოდის ტურისტებთან, ესე რომ ვთქვათ, არის უცხოელებიც, ქართველებიც, ადგილობრივებიც და გვაქვს ესეთი უგემრიელესი კერძები, უგემრიელესი კოქტეილები, უგემრიელესი ლამაზი სუფთა მომსახურება, სერვისი უმაღლესი დონის, ცოცხალი მუსიკა რაც დავარია, ყოველ საღამოს ქართული ცეკვები ტრადიციული, ესე რომ ვთქვათ, ყველაფერი საუკეთესოდ გისურვებთ და შეგიძლიათ გასწავლოთ მომზადოთ ჩვენთან ერთად. Мадლова. Георгий плохо говорит по-русски, поэтому я попросил его на грузинский сказать, на грузинском языке. Ну, кто знает, переводите. Кто не знает, тот не знает. Останется секретом про концепцию ресторана. Я уже с микрофончиком, потому что только что началась музыка на втором этаже. Такое гуляние, как будто, но это обычный вечер в Грузии и очень шумно здесь, поэтому с микрофончиком будет получше. Нам принесли блюдо. Что это такое? А это кусочек сибаса обжаренный, а это вот пюре из батата. Вот. Такое необычное блюдо, как им есть, вот вилкой. Я ем, конечно, но как будто бы ложкой его даже можно есть. Здесь у нас сливочно-грибной соус. Эти грибочки, кажется, я тоже видел, ощущал. Я вот сейчас ем рыбку, сибас, и понимаю, как же я давно, оказывается, не ел жареную рыбу. Она прям здесь сделана очень круто. Смотрите, какая поджаренная в сливочном грибном соусе. Прям аппетитно очень. Причем без костей. Это очень удобно, ну, что не нужно вытаскивать. Соус тоже прекрасен. Такое немножко жидкое блюдо получается. Но причем я бы не сказал, что это правильное питание. Жареная рыба, батат, пюре. И здесь такой довольно жирный соус тоже.
сливочно-грибной. И мы взяли чай. Хотя по фестивалю там другие напитки, но мы взяли чай по чайничку. Это, наверное, был самый быстрый прием пищи в моей жизни, потому что настолько легкого ужина я уже давно не ел. Ну, не знаю, как к этому отнестись. Дима, ты что думаешь? Мне, честно говоря, понравилось. Я наелся. Очень мне понравилась подача, ну, то есть красиво, приятная атмосфера. А легким он тебе не показался? Знаешь, с чаем? Нет, мне показалось нормально, я насытился. Как бы я тоже наелся, но я думаю, что всего лишь на несколько часов. Но, в принципе, сейчас время уже у нас 8 часов, так что нормально, наверное, да. Но какого-нибудь хлеба, наверное, не хватало бы. Ну, я согласен, то есть хотелось бы чего-нибудь объемного, типа клетчатки, салат какой-нибудь легкий. Это какой-то жидкий получился ужин. Все верно, да, клетчатка нужна. Но хотел бы сказать, что рыба была изумительная, просто прекрасная. Такую я не знаю, только в Египте, наверное, ел несколько лет назад. Здесь даже нигде, ну, сибас, в принципе, много где подают его, но здесь его делают классно. Я вот только что понял, почему такое маленькое скромное блюдо. Потому что это ресторан. Здесь совсем другие цены, совсем другой уровень приготовления. И это блюдо может стоить явно больше 25 лари. А напомню, 25 лари стоит такой вот сет. Напиток и блюдо основное. Так что, в принципе, наверное, это все логично, все объяснимо. Мы наелись, но уже завтра идем в новое место. Какое именно, вы узнаете. Вам вообще классно, вы узнаете его буквально через 5 секунд. Ну, мы уже в другом месте. Да, это Radio Kitchen. Есть кафе такое недалеко от площади Европы. На Руставели находится. Нам уже принесли вот такое вот блюдо. Ничего себе. Вы знаете, что это такое? Это стейк из тунца с дымком мангала. Дымка мангала пока не чувствую. Ну, давайте будем пробовать. Что здесь еще есть? Это киноа с брокколи, с цукини и плюс манго. Вот вы думали, что это сыр? Я тоже думал. Это манго. Кусочки манго. Ничего себе, такое необычное сочетание. Ну и вот соус. Из напитков нам предлагали либо бокал вина, либо лимонад. Но мы выбрали сок. Обычно яблочный сок. Попробуем. Выглядит все очень вкусно и прям так по-ресторанному. Да-да-да, это стейк из тунца. Так получилось, что даже в Юго-Восточной Азии мы не попробовали стейк из тунца. А вот здесь, в Батуми, да, попробовал. Очень нравится. Круто. Буду заказывать, если где-то будет еще. Вкусно, мне нравится. С соусом, с кислинкой. Вот здесь тоже очень хорошо. А еще мне нравится, какой он розовый. С соусом это вообще нечто. Всем, кто сейчас ест, приятного аппетита. Киноа с зеленью, с брокколи, который, кстати, приготовлен очень правильно, не переваренный, аль денте, с цукини, в общем, здесь все, и еще с манго. Очень даже круто. Все сбалансировано, и на удивление, мне казалось, какая-то будет винегрет. Нет, все хорошо. Пока тепленькое, даже очень вкусно. Так что хорошее блюдо. Как вы видите, все съедено. Что я скажу? Приятная атмосфера, хорошее блюдо. Нам здесь сообщили, что, оказывается, владелец у Radio Kitchen сменился, и теперь они немножко в другом направлении будут работать. Но расположение остается прекрасное, в самом центре. Нам повезло. Владелец кафе, Владимир, согласился дать пару комментариев по поводу, что будет меняться в этом кафе, потому что здесь немножко выбран курс необычный. А что именно, сейчас увидите в мини-интервью в комментарии. Концепция остается немножко прежней.
То есть ретро-стиль, воспоминания, радиоволны, хорошая музыка в стиле джаз, блюз. Просто немножко хотим внести нотку инноваций в эту концепцию. То есть, если вам интересно, что здесь планируется в дальнейшем, здесь планируются кинопоказы, джаз-бенды на постоянной основе. Планируем выйти на более широкую аудиторию. А так, чисто кафе для души. Нет, кухня меняется, скажем так, полностью. Все-таки это кафе всегда славилось европейской кухней. Европа остается Европой. Но мы добавляем, конечно же, грузинскую кухню обязательно. И, немножко Италию обязательно. Обязательно. То есть у нас много чего планируется. Я не хочу говорить, хочу, чтобы это было как бы сюрпризом для всех абсолютно. Вот. Поэтому планируется много чего. Для этого подготавливаемся тихо, стратегически. Все планируем. Надеемся на удачу, на успех, на понимание. Вот. Как-то так. Как минимум, сделаем все абсолютно необходимое для этого, чтобы оставаться не только на плаву, но и поплыть. Это кафе, кстати, входит в топ-10 в TripAdvisor рейтинга по Батуми. Здорово. Будем надеяться, что у них также все останется дальше. Ну а мы перемещаемся в следующее заведение. А у нас уже другой день, и мы в новом месте. В этом мы еще ни разу не были. Находится около Лакмуса. Это салон красоты в Батуми. На Шартава. Называется Bake and Brew. Кофе и круассаны. Ну, посмотрим. Адрес Жигули Шартава 10. Вот такой вход. Все видим. Часы работы. Такое небольшое помещение. Столики стоят. Все красиво, все хорошо. Интересное интерактивное меню. Муравейник 7 лари. Маффин 7 лари. Там рулеты различные. Нам уже делают фреш. А что у нас здесь? О, как вкусно все выглядит. Это десерты. Основная концепция, то, что здесь открытая кухня. Можно посмотреть, как все готовится. То есть это такая вот современная тенденция. Сегодня мы с Дмитрием пришли на завтрак. Вот, здесь такая розочка стоит хорошая. Живая? Интересно. Да, живая розочка, пахнет. Ну что ж, ждем, что нам принесут. Что я вам скажу? Сок очень сладкий. Похоже, здесь яблоки самые такие сочные, вкусные, сладкие, отобранные. Ну и морковь. Морковь менее чувствуется, в основном яблоки. Ого, нам принесли огромный круассан. С овощами. Я так понимаю, что там еще яйцо пашот, сыр, лосось тоже вижу. И еще в такой коробочке принесли нам приборы. Ну, так все цивильно, приятно. Да, лосось есть. Кусочки лосося. Хорошо. Как все выглядит, да? Смотрите, вот прям ярко все. Первые вкусы, как всегда, самые смачные. Уже бежит яйцо пашот, вытекает. В общем, что я скажу? Вкусно. Он такой тепленький, очень сочный, насыщенный. Яйцо чувствуется, горячее прям яйцо, растопленное. Лосось, я не знаю, он слабосоленый, что ли. Прям он не копченый, а такой он прям почти сырой. Это вкусно, мне такое очень нравится. Мне не нравится копченый, там сильно пересоленый. А здесь прям такой вот, прям как свежий. Ну и, конечно, листья салата, овощи, огурцы придают свежести. Он такой огромный. Казалось бы, один круассан, но им можно наесться. Какой я чистый. И вы знаете, это тот самый круассан. Ой, течет, яйцо течет. Тот самый круассан, который вот я люблю, обожаю. Это тонкий, воздушный, слоеный. Не толстый, не булка какая-то, да, а вот он сжимается весь. То есть круассан настоящий. Вообще, вот я вот доедаю, казалось бы, один круассан с соком, но, блин, довольно сытно. Это радует, то, что смогли сделать такое полноценное, насыщенное блюдо, завтрак. В общем, не оставили мы ни единого шанса круассану.
Допиваем фруктовый сок. Ну что делать? А, еще розы же осталось. Давайте попробуем. Говорят, они вкусные. Ну нет уж, конечно, не буду я есть розы. Что вы, что, издеваетесь, что ли? Очень наелся я. Прям даже больше ничего не хочется. Хорошее заведение, уютное. Здесь играет музыка от Лакмуса. Хотел бы выделить очень приветливый персонал. Встречает, рассказывает. Рассказывает, что есть в сете, какие наши пожелания. В общем, очень круто. Мне нравится такой подход. Сервис на высоте. Ну вот, умеют. Ну и, конечно, очень вкусные круассаны. И еще у нас есть соцсети. Вот сейчас они здесь будут. Там мы в режиме реального времени рассказываем, где мы сейчас, что происходит. Буквально вот онлайн практически. А выпуски выходят с запозданием. Поэтому подписывайтесь, мы вас ждем. А мы уже с вами около кафе «Зебра». И как думаете, что мы здесь будем делать? У нас выбора особо нет. Фестивальный ужин сегодня будет в «Зебре». Это классное кафе, где мы уже не первый раз. Здесь мы были на прошлом фестивале еды. Никогда не забуду их восхитительный суп. Это была королевская уха с такими кусками лосося. Просто бомба. Вот так выглядит само заведение. Находится в старой части города. Здесь все в стиле «Зебры». Сегодня довольно теплая погода, солнечно, большого ветра нет, поэтому мы с Дмитрием решили сесть вот прямо вот здесь, на дорожке, можно сказать так по-европейски. И смотрите, какие крутые здесь фонарики. Нам уже принесли компот, в фестивальный ужин входит компот, либо вино, но мы решили компот, лимонад точнее. И что-то еще, а что еще? Давайте с вами подождем. Посмотрим, чем нас удивит сегодня «Зебра». Пока мы с вами ждем наш ужин, предлагаю поговорить с владелицей кафе, с Викторией. Она согласилась нам дать такое мини-интервью. Я задал несколько вопросов касаемо кафе. Посмотрим, что из этого получилось. Ой, это на самом деле интересная история, потому что все началось с разработки интерьера, и девочка, дизайнер, нам нарисовала очень такие интересные, прикольные полоски. И нам хотелось, чтобы у нас в кафе было что-то, что легко можно использовать в логотипе, вот, и была какая-то узнаваемость. Это было первое условие. Второе условие, мы видели, что это короткое название, англоязычная, которая очень легко пишется, произносится, понятно. Третья подсказка была, третий пункт. Подсказка была, нам рассказывали о том, что в Париже есть очень прикольные кафешки, которые называются «Жираф». Вот. И муж утром проснулся, у нас было очень много идей названия, просто очень много. Мы собирали целый консилиум с коллективом, устраивали голосовалку. И не было однозначных вариантов, чтобы всем понравилось. И тут «Зебра». И мы такие, да, полоски, короткая, всем понравилось, и все. И потом вместо полосок в итоге у нас появилась «Зебра». Это благодаря нашему кондитеру Оксане. Она прям настояла, будет очень круто, я боялась. Вот. И теперь «Зебра» такая вот наша родная, и очень интересно срабатывает эффект, когда ты идешь там по городу или едешь, ты сразу видишь где-то полоски, будь то у кого-то брюки, будь то маникюр у кого-то, вот. И теперь «Зебра» для нас еще и любимое животное. Сложно сказать, наверное, про визитную карточку, потому что менялось меню, очень много добавлялось. И сейчас могу сказать, что у нас достаточно большое меню. Но моим фирменным блюдом всю жизнь, таким очень классным, вкусным, которое все хвалили и всем нравилось, это были сырники. И когда мы в Батуми открыли кафе, я такая, все, сырники у нас будут самые вкусные. Но не так все было просто, потому что помимо рецептуры и технологий зависит еще продукт от качества сырья.
Вот, сложно было найти хороший творог. И, ну, конечно, не всегда бывает постоянство иногда в поставках, в качестве, но, в общем, наверное, может быть, сырники, кстати, они у нас топ продаж. Вот если не считать фестивальные блюда во время фестиваля, у нас топ продаж из всех блюд – это сырники. Тоже сложно сказать. Сейчас, когда мы делали плакат, на котором нужно было разместить 6 блюд, очень сложно было выбрать. Поэтому мы решили, что с одной стороны будет 6, с другой стороны другие 6. Вот. Но я обязательно бы предложила попробовать борщ наш. Мы его варим на отборной качественной говядине. Мы коптим сами сало, идет сметана и печем на молоке чесночные пампушки. И это получается достаточно полноценное блюдо. Там вес всего блюда получается под полкилограмма. Ну, то есть борщ с пампушками вот совсем. Около, ну, минимум 450 грамм. И там есть говядина, и это такое полноценное блюдо. Поэтому борщ. Цена 19 лари, но, знаете как, в ресторанах, в кафе есть блюда с высокой, с минимальной наценкой или с максимальной. Ну и может усредняться. Ну, это блюдо очень достойно для такой цены, потому что оно полноценное, большое, и можно вдоволь наесться на полдня так точно. Что еще? Я бы посоветовала, наверное, еще скандинавский завтрак. Он у нас делается на очень вкусном гречишном хлебе с гуакамоле, крем-чизом, малосольный лосось норвежский. Мы покупаем норвежский качественный лосось, малосолим его сами. И яйцо пашот. Это такое тоже полноценное, вкусное, сытное блюдо. Так, третье. Сложно, наверное, сказать. Наверное, назову свой любимый десерт. Это киевский торт. Вот. Это для меня просто катастрофа, потому что я его ем постоянно и не могу остановиться. Очень вкусный. Я сравниваю с киевским тортом, который я покупала в Киеве. Ну и многие. И он у нас делается по стандарту на натуральных продуктах. Вот, наверное, бы рекомендовала. Ну а так, конечно, все блюда я люблю, потому что создавались с любовью и, ну, в общем. Ну, конечно, наша зеброчка. Зебра. Потом, знаете, когда ну, ты уже обустраиваешь кафе там, после ремонта, ты выбираешь все связанное с зеброй. Но здесь тоже важен баланс, потому что ну, мы такие минималисты, и главное тоже не переборщить. Но у нас есть прикольные по чай кружки с зеброй, у нас есть пледики очень такие мягкие с зеброй, там черно-белые салфетницы. Если ты зайдешь, сразу будет понятно, потому что зебра вас встречает. Еще у нас было путешествие год назад, мы были в Намибии и в ЮАР, и ездили тоже на сафари, и прям больше всех снимали зебр, и привезли из Африки, в племени покупали маленьких зебр, в ЮАР покупали в аэропорту и в племени, то есть там какие-то побрякушки у местных детей, которые там бегали, в общем, у нас висят, но тоже говорят о зебре, да. Ну, я бы, может быть, не назвала это вызовом, а сложностями, может быть, где-то. Одна из сложностей – это, ну, нужно было найти поставщиков, и, которые будут предоставлять постоянные услуги, качественно и качественную продукцию. И с этим, конечно, были сложности, потому что в Грузии, вот, знаете, иногда даже пишут, что нестабильное качество. Нестабильное качество в кафе и в ресторанах может быть, но часто оно из-за нестабильного качества продуктов. Ты берешь говядину в одном месте, оно сегодня мягкое, полгода мягкое, а потом оно просто не жуется или там еще что-то. Поэтому это, наверное, вот стабильные качественные поставки. И вторая сложность – это, наверное, персонал, потому что Батуми такой город движущийся во всех отношениях. Очень часто люди сюда приезжают временно. Вот, у нас один повар уехал в Польшу работать, другой повар уехал в Чехию работать. Приехала девочка у нас с Казахстана, она на врача училась, полгода проработала и все, вернулась уже работать. И вот
Мы провожаем, прощаемся, новых сотрудников ищем, и нужно найти сотрудника, который будет и профессиональный, и войдет в коллектив, станет частью нашей команды. Вот, поэтому эти сложности, ну, чем дальше, тем проще их преодолевать, потому что ты пристраиваешься, настраиваешься. Ну, а так, в общем, все хорошо. Ой, скажу да, причем очень большое да, с 3 восклицательными знаками, потому что первый фестиваль проходил в низкий сезон, это был ноябрь, и, ну, понятное дело, что в Батуми низкий сезон, это низкий сезон, как говорится. И у нас в ноябре были показатели как такого очень хорошего высокого сезона. О нас узнали очень много людей, которые даже не слышали до этого о зебре. И люди приходили и говорили спасибо фестивалю за то, что мы узнали вот такое заведение. Вот сейчас были люди, которые узнали о нас, вот я с ними общалась, узнали о нас из фестиваля, и они к нам из Чакви приезжают вот периодически. Это очень приятно. Ну, скажу так, мы потихонечку, понемногу развиваемся, что-то добавляем. Сейчас вот сделали онлайн-меню. Не всегда все быстро получается. Мы хотим понемногу развивать полуфабрикаты. И основным принципом это будут качественные продукты, возможно, как премиум-продукт. То есть вот не хуже, чем мы готовим для себя. Вот. Есть еще одна мысль, она пока только в разработке, поэтому не буду спешить говорить, так что надеемся, что мы порадуем наших гостей очень вкусной новинкой. Нам принесли вот такую вкуснятину. А что это такое? Это теплый салат с нежной куриной печенью. По желанию можно вареную свеклу, но мы решили все-таки куриную печень. Посмотрим, что за мясо, как сделали. Потом черри, жареные зеленые яблоки, фирменная заправка, похожа на терияки. Кускус с кукурузой и морковью. Я думаю, будет вкусно, потому что я уже попробовал. Всем приятного аппетита, кто сейчас тоже ест. Сейчас я буду говорить с набитым ртом, потому что я не проживал, до сих пор ем. Хотел бы поделиться своим впечатлением. Очень необычно есть на улице. Я вообще не люблю есть где-то. Во-первых, здесь ветер бывает, шумы. Очень быстро остывает еда. Я очень долго ем, и поэтому для меня это критично. Но сегодня не так холодно. Очень хорошо, прекрасно. Фонарики светят, люди ходят, машины ездят. А мы уже закончили нашу трапезу. Очень понравилось. Ужин, он такой легкий, в меру сытный. Там были овощи, там была клетчатка, кускус, там углеводы. Не скажу, что это самый сытный ужин на фестивале, зато он очень полезный и очень легкий. В животе вообще никакой тяжести нет. Прекрасно, супер, нам понравилось. Идем дальше. А мы уже в ресторане «Ля Желе». Находится в старой части города Батуми. Сейчас как раз идет ремонт. Убирают брусчатку с главной улицы, с Руставели. Итак, что же из себя представляет этот ресторан? Первый этаж. Первый этаж. Здесь как много народу. Такие вот столики, стульчики типа барных. О, сразу же видим кондитерку. Интересно. Я вот слышал, что у них готовится все собственноручно, собственного производства. Такой интересный интерьер, но это да, это ресторан. Второй этаж есть. О, давайте пройдем на второй этаж. Очень уютно, играет классическая музыка, как картинная галерея. Смотрите, сколько здесь всяких картин интересных. Мне вот это нравится, потому что здесь блестки. Вот мы с Дмитрием сюда сели и ждем наш фестивальный ужин. Ну и по традиции давайте сейчас возьмем такое мини-интервью у Елены, это владелица этого ресторана. Зададим ей пару вопросов о ресторане, о гостях, вообще о жизни в Батуми. Смотрите. Большая часть в нашем ресторане – это кондитерка.
И нам хотелось дать ресторану название, которое ассоциируется с чем-то сладким. И желе для нас это стало выбором нашего названия «Ла Желе». Изначально это были аббревиатуры учредителей компании. Вот. Ну а желе – это всем известный сладкий десерт. Наверное, визитной карточкой нашего ресторана это будут драники. И если мы возьмем сладкую сторону нашего ресторана, это будет лавандовый торт. А почему именно они? Ну, у нас все блюда делаются с большой любовью. Поэтому я считаю, каждое блюдо у нас свое, особенное. Каждое блюдо может быть визитной карточкой нашего ресторана. Я бы посоветовала, опять же таки, мы возьмем драники, шакшуку, очень вкусные сырники. Если мы возьмем сладкую сторону, про нее нельзя забывать, это будет лавандовый торт, монастырская изба и всем уже полюбившийся наш киевский торт, так как мы сами с Украины. Мы берем не у фермеров, но мы берем принципиально творог, который идет в наши сырники, и мы берем его только в Агрохабе, потому что считаем, что там очень качественная молочная продукция. Да, овощи тут фермерские. Вот, всем известные помидоры грузинские, вкусные. Интерьер, наверное, больше в сервисе и в нашем персонале. Придя к нам, вы почувствуете тепло, уют и сразу вспомните, что вы вложили. Участвуя в фестивале, мы приобрели очень большую аудиторию тех людей, которые нас не знали. Я очень надеюсь, что они к нам вернутся и будут возвращаться. Мы надеемся, что мы будем дальше и дальше участвовать в этом фестивале. Мы сейчас обновляем летнее меню, будет у нас более с легкими какими-то блюдами. Дорабатываем наш батумский торт, который мы создали в честь города Батуми. Вот. Ну, все остальное приходите, увидите. Да, хочу сказать большое спасибо нашим постоянным покупателям, которые приходят к нам. Ну, спасибо городу, что приняли нас. Надеюсь, вам понравились ответы от Елены, и вы узнали побольше об этом заведении. Но теперь давайте приступим к обзору фестивального ужина. Можно было выбрать либо лимонад, либо вино. Но мы вот выбрали такой лимонад. Следующее блюдо у нас это морковь, руккола, апельсин даже есть, грецкий орех. Вот такой довольно полезный, и заправка горчичная. Прекрасно. Вторая часть фестивального ужина. И только послушайте, как она звучит в меню. Нежный морской окунь на воздушном пюре из цветной капусты. Шелковая текстура, тающая во рту. Вы можете себе это представить вообще? Ну, такое небольшое блюдо, но я уверен, что оно очень вкусное. Прям ресторанная подача такая. Выглядит очень вкусно, по крайней мере. Что касаемо морского окуня, он хорош. Хорошо прожарен. Филе без костей. Вот. Но пюре из цветной капусты, вот это вот, оно выглядит таким нежным облачком, да. Но я его не понимаю. Это пюре безвкусное. Ну, вообще безвкусное. Наверное, не любители.
Дима предположил, что она хорошо подходит к окуню, филе окуня. Я не знаю, я бы филе окуня просто так съел, а пюре вот это вот, не знаю, я его, наверное, есть не буду. Если бы здесь была цветная капуста, прям вот вареная, это было бы круто. И что у меня такое за блик на щеке от чего-то? Непонятно. Ладно, пусть так будет. Давайте спросим у Дмитрия, понравилось ли ему вообще это блюдо. Как тебе фестивальный ужин? Да, мне понравилось. То есть первый был витамины очень, там все витамины, мне кажется, были. Понравилось вкусно. И на второе, вот эта рыба, она такая соленоватая, а с этим, с пюре вот этим измельченным, она такой контраст дает, солоноватый и пресноватый немного. В принципе, питательно и полезно, мне кажется. Так, оценка 5. А лимонад? Лимонад, ой, вы знаете, лимонад не очень. Такое ощущение, как будто там немного бродить начал чуть-чуть. Да, мне так показалось. Не очень свежий. Вот на дну вот видно вот там. Может, мне такой попался случайно апельсин? Ну, вот так. Сейчас твой попробую. На этой веселой ноте мы заканчиваем этот фестиваль. На самом деле фестиваль был очень хорош. Спасибо организаторам Урмарели за то, что предоставили жителям Батуми такую прекрасную возможность побывать в новых местах, открыть для себя новые рестораны, новые кафе. Если вам понравился выпуск, поставьте лайк, поделитесь с другими. А кто еще не был в Батуми, обязательно посмотрите эти места, репостите своим друзьям, кто сюда собирается. И ждите уже скоро следующее видео от неместных.